Барев народ. Одно из определяющих черт, характеризующих тот или иной народ, является общая культура. Культура древних армян сложилась прежде всего на основе культурного наследия предшествовавших им обитателей армянского Нагорья, то есть всех тех этнических общностей, которые принимали участие в этногенезе армян, или же имели с этими племенами соседние этнокультурные контакты. Также культура Армении формировалась под влиянием тех мировых цивилизаций, с которыми Армения была в тесных исторических контактах, а именно Персия, Селевкидская империя, Парфия и Римская империя. И сегодня мы будем разговаривать и разбираться в формировании древней армянской культуры. Важнейшим фактором каждого народа, конечно же, является его язык. Древний армянский язык, подобно как и армянский народ, прошел длинный путь эволюции и формировался на основе диалектов из центральных областей страны. Античный историк Страбон в своей работе «География» описывает образование независимого армянского государства при царе Арташесе I во II веке до нашей эры и перечисляет этнические общности, которые вошли в состав этого царства. И в этой работе Страбон заканчивает свой рассказ следующими словами. Поэтому все эти народности теперь говорят на одном языке. Слова Страбона о едином языке нужно понимать в том ключе, что при нем в Армении уже господствующим языком был непосредственно армянский язык. Следовательно, напрашивается вывод, что если к началу II века до нашей эры все обитатели армянского народа были единоязычными, то процесс формирования армянского языка должен был начаться задолго до этого. Армянский язык, как древний, так и современный, принадлежит к особой группе индоевропейской языковой семьи. Считается, что других языков этой группы не сохранилось. Как и всякий язык с долгой историей, армянский язык содержит несколько слоев. Древнейший восходит непосредственно к праиндоевропейскому языку и включает категории слов, которые относятся к первичному словарному запасу, то есть выражают общечеловеческие понятия, без которых ни один язык не может обойтись. Это термины родства, названия частей тела, названия животных и так далее. И как мы уже говорили, существует немало заимствований из тех языков, с носителями которых протоармяне имели тесные этнокультурные связи. Поэтому древний пласт, вошедший в армянский язык как субстрат, прежде всего связан с хуритским и урарским языками. Этот пласт, который содержится в армянском языке, содержит примерно от 15 до 20% на данный момент известной науке лексики от этих языков, от хуритского и урарского языка. Например, из хуритского слово «число» на армянском «тиф», слово «астем», что значит «женюсь», а из урарского такие слова, как «цар», «дерево», «цов», «море», а также немало топонимов, то есть названия географических объектов. Бианили, по-армянски Ван, Тушпа, по-армянски Тосп, Цупани, по-армянски Цопк и Эребуни, по-армянски Ереван. Кстати, воздействие хурито-урарского субстрата армянский язык испытал и в фонетическом отношении, в результате чего в звуковой системе армянского языка имеются фонемы, которых не знал до этого индоевропейский язык. В армянском языке выявлено несколько древних шумерских заимствований. Например, слово «гагат», что значит «вершина», слово «пад», «стена», «мут», «темнота». Некоторые семитские термины, связанные с ремеслом или торговлей, вошли в древнеармянский язык через торговые контакты с Месопотамией, а также и через существовавшее в ахеменидской державе арамейское письмо. Отчасти влияние арамейской письменности языка на армянский язык были принесены арамейскими и еврейскими гражданами, которые были насильно переселены в Армению при царях Тигране II и Арташесе I. Мы помним, что эти цари насильственно переселяли горожан разных стран в свои новопостроенные города. И это, конечно же, оказывало соответствующее влияние на развитие языка и культуры армянского народа. Более поздний пласт армянского языка был связан со словами книжно-церковного характера, который был принесен в Армению из сирийского диалекта
Супстрата христианской церковью. Такие слова, как «каганай» — священник, «екереци» — церковь, «хетанос» — язычник, «шабхат» — суббота. Однако более всего слов, до 2000, вошло в древнеармянский язык из среднеперсидского субстрата. Такие слова, как «азг» — народ, Ашхар — вселенная, Тешнами — враг и многие-многие другие. И именно по причине вот этих многочисленных заимствований из иранского языка ученые изначально армянский язык относили к иранской группе языков. Но и это еще не все. В армянский язык вошли также античные и средневековые заимствования из греческого и латыни. А в позднейший период к армянскому языку добавилось немало арабских и тюркских заимствований. Особенно этих заимствований много в разговорных диалектах. Для письменного оформления некоторого рода документов армяне сначала пользовались арамейским письмом, а затем греческим и парфянским. Ученые замечают, что для передачи армянского текста могло использоваться греческое или арамейское письмо в том плане, что послание писалось на армянском языке, только используя вот греческие и арамейские буквы и письменность. Итак, мы видим, как много заимствований имеется в армянском языке. Но несмотря на это, сквозь века армянский язык смог сохранить свою уникальность и самобытность. Эллинистический период в Армении, это были времена арташесидов, характеризовался активным градостроительством. В это время появляется значительное число новых городов: Армавир, Ервандашат, Вагар-Шапат, Тигранакерт и другие. Многие из этих городов славились своими дворцами, храмами и другими сооружениями. Особый восторг у античных историков вызывали столичные города Арташат и Тигранакерт, во многом воспринявшие влияние культуры эллинистических городов Ближнего Востока. Если верить Страбону и Плутарху, то строительством города Арташат в 176 году до нашей эры руководил карфагенский полководец Ганнибал, который после полученного им от римлян поражения нашел убежище в Армении. Арташат располагался в плодородной Араратской долине, на берегу Аракса, на 9 холмах, объединенных внушительной системой обороны. С неприступностью города столкнулось римское войско Лукула в 69 году до нашей эры, потому что римляне так и не смогли захватить Арташат. Что касается Тигранакерта, то он был основан в 77 году до нашей эры на притоке реки Тигр. Тигранакерт стал центром не только международной торговли, ремесел и промышленности, но и центром эллинистической науки, литературы и искусства. Тигран II заселял свою столицу купцами, ремесленниками, знатными арамейскими семействами, а также привлекал в нее греков, сирийцев, евреев из среды ученых, а также художников, актеров и разного рода мастеров. В 69 году до нашей эры Тигран II построил в Тигранакерте первое театральное здание. Построил он его по эллинистическому образцу для большого числа зрителей. Плутарх пишет, что когда римляне ворвались в Тигранакерт 6 октября 69 года до нашей эры, то тогда римский полководец Лукул узнал, что в городе находится множество актеров, которых до этого Тигран собрал со всех городов для торжественного открытия выстроенного им театра. А Лукул же использовал здание этого театра для игр и развлечений в честь своей победы над Тиграном. Образованным человеком своего времени был и царь Артаваст II. Он был автором исторических трудов, трагедий и речей, написанных на греческом языке. И, кстати, его литературный талант был признан в Риме. Материалом для его сочинений служили в первую очередь героические события армянской истории, а также подвиги
книги его отца Тиграна II Великого. Не исключено, что творения Артавазда II сохранились до III и V веков и были уничтожены вместе с другими образцами до христианского искусства. В 54 году до нашей эры Артаваз II создал армянский театр в Арташате, чем положил начало профессиональному национальному театру. Некоторые части постановок Артаваз II лично режиссировал. Также одним из важнейших истоков профессионального театра были всевозможные народные театрализованные действия и представления. Например, самобытный театр гусанов, который развивался в трагедийном и комедийном жанрах. Гусаны были участниками церемоний и обрядов погребения царей и придворной знати. Гусаны своим голосом возвещали печальную весть, сообщали обстоятельства смерти знатного человека, прославляли его, а также совершенные им подвиги и оплакивали его смерть. Стремясь, возможно, живее напомнить об умершем, гусаны старались наглядно изобразить покойного путем подражания его голосу, жестам, движениям. Подобного рода впечатляющее действие требовало участия нескольких гусанов. И так в Армении рождался трагедийный жанр. Тексты произведений исполнялись в виде рассказа, либо же передавались речитативом. При этом обязателен был хор, а движения актеров были похожи на танцевально-пантомимные. Языческие обряды погребения и оплакивания нашли отражение в армянском слове «вохбергутюн», что в переводе значит «трагедия». Поэтому, когда греческие трагики появились в Армении, армянские гусаны были уже знакомы с этим жанром. Поэтому армяне условно сказали грекам: давайте мы возьмем классные фишечки из вашей трагедии, но этот жанр трагедии не назовем, потому что у нас уже есть свое название этого жанра — «вохбергутюн». Так, греческий термин «трагедия», который используется во многих странах, в армянский язык так и не вошел. Аналогичная история произошла и с жанром комедия, который с древнейших времен в армянском языке обозначается термином катагеркутюн. Комедийный жанр театра катагагусанов развивался из весело-шуточного пения, которым сопровождался обряд празднования возрождения природы и наступления весны. В этом обряде наряду с мужчинами-гусанами участвовали и женщины вардзаки. Карнавальное веселье на городских площадях, заполненных массой зрителей, сопровождалось разного рода шутками и насмешками. Ну и как на всем эллинистическом Востоке, театр был неотъемлемой частью городского быта. Большой популярностью среди народа пользовались и бродячие труппы комедиантов, мимов, канатоходцев, которые разыгрывали на улицах бытовые сценки, выставляя на осуждение человеческие пороки. Благотворное влияние эллинизма сказалось и на других странах культуры древних армян. Храмовые архивы и придворные канцелярии содержали немало историографической, житийной, религиозной и художественной литературы. В древней армянской литературе содержатся мифы, предания о происхождении древних богов, о героях-родоначальниках. Мифы, предания сменились эпическими сказаниями об армянских царях и их борьбе с завоевателями. Выдержки из различных эпических произведений, созданным народом в разные времена, сохранились благодаря работе Мовсеса Хоренаци «История Армении». По этим отрывкам из устного народного творчества можно судить о поэтическом мышлении народа древней Армении. К древнейшему периоду истории Армении относятся обнаруженные здесь разнообразные по характеру и содержанию надписи на греческих и арамейских языках. Эти надписи были начертаны на камнях, а их копии на пергаменте хранились в царском архиве. Древнейшие надписи на греческом языке, которые относятся к III и II векам до нашей эры, были найдены в Армавире. В них говорилось, что в этой царской резиденции существовал греческий храм Аполлона и Артемиды, и верховным жрецом этого храма был брат царя Ерванда Митрас. Здесь
же в Армавире были найдены и литературные тексты, в одном из которых был упомянут древнегреческий поэт VII века до нашей эры Гесиод. Греческая надпись из Гарнии, которая датируется 77 годом, повествует о строительной деятельности царя Тирдата I. Арамейские надписи, найденные в нескольких экземплярах на берегу озера Сиван, были высечены на межевых камнях в эпоху Арташеса I. До нас дошли высокохудожественные образцы материальной культуры Древней Армении. Это прекрасные терракотовые статуэтки, изображения женщин с детьми, всадников, музыкантов, предметы прикладного искусства, геммы и каменные печати с изображением людей, животных и птиц, а также множество монет армянских царей. Сохранились многочисленные и разнообразные образцы керамики, золотые и серебряные украшения, высокохудожественные стеклянные изделия, изящные сосуды различной величины и формы, выполненные из разных сортов стекла, цветные и великолепно украшенные. Широко известна отлитая из золота статуя богини Анаид, которая была разбита на куски по приказу Марка Антония и увезена в Рим. При раскопках в Арташате был обнаружен торс богини Афродиты Венеры. Также об эллинистическом влиянии на искусство и архитектуру Армении свидетельствует построенный в 77 году царем Тирдатом храм Гарни, посвященный богу солнца Мигру. Вышеперечисленные сведения свидетельствуют, что в древний период своей истории Армения являлась одной из передовых и культурно развитых стран. Армения изображена в числе 6 стран на звездообразной вавилонской карте, выполненной на глиняной плите в V веке до нашей эры. Об Армении писали древнегреческие историки Геродот и Ксенофонт, а позднее писал Плутарх. Об Армении писали также и многие другие античные и восточные историки. Утвердив свою государственность еще на рубеже VII и VI веков до нашей эры, Армения с успехом противостояла таким могущественным державам, как Ахеменидский Иран, Селевкиды, Рим и Парфия. Эти державы были вынуждены считаться с Арменией, которая во времена арташесидов стала экономически и политически сильным государством. То есть Армения уже в какой-то мере диктовала свои условия на внешнеполитической арене. Также стремление Рима и Парфии в их борьбе друг с другом заручиться поддержкой и союзом Армении свидетельствовало о возрастающем авторитете Армении на международной арене. А что касается древней армянской культуры, то она была обогащена внешними влияниями и традициями. Но в целом, по мнению историков и специалистов, культура армян носила самобытный характер, во многом сохраняя свои местные черты. Самобытность древней армянской культуры была обусловлена особенностями этнокультурного развития армянского народа, культура которого по своему уровню не уступала культуре народов соседних эллинистических государств. Если во время этого выпуска вы узнали что-то новое, напишите нам об этом в комментариях. Также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, потому что дальше история обещает быть только интереснее. Просим также делиться этим видео, чтобы каждый армянин знал историю своей страны. Также, если у вас есть желание финансово поддержать наш проект, вы можете это сделать по информации в описании к этому видео и в описании профиля. Спасибо, что были с нами. Мнак Баров.